Ее купили с закрытым лицом, и никто не знал ее имени. Но когда она заговорила, страна изменилась. Это произошло в один из знойных дней на пыльном рынке Каириды. Ветер поднимал песок, заполняя глаза и дыхание, а торговцы громко перекрикивали друг друга, стараясь сбыть последние товары перед жарой. Среди уличного шума и суеты стояла деревянная платформа, на которой старый торговец представлял последнюю рабыню на сегодня. Женщина была закутана в длинную тунику, лицо скрыто плотной темной вуалью. Она не просила, не плакала, не боролась. Ее молчание не было покорностью, скорее это было как камень среди зыбучего песка, неподвижное, твердое. Толпа, уставшая от привычных унижений, заметила в ней нечто странное. В этом молчаливом стоянии чувствовалась не покорность, а достоинство. Люди шептались, кто-то усмехался, кто-то гадал, что прячется под тканью. И вдруг в этот круг вошел человек в черной одежде. Он не стал задавать вопросов. Он просто положил 2 золотые монеты, и торговец без лишних слов передал женщину в его распоряжение. Его звали Заир. Он был султаном, вдовцом, давно потерявшим жену и почти забытую надежду на внутреннее спокойствие. Он отвел женщину во дворец. С первых дней она жила отдельно, в тишине и одиночестве. У нее была своя комната, светлая, прохладная, с небольшим фонтаном и видом на внутренний сад. Ее не заставляли работать. Она не получала приказов. Она жила просто, вставала с рассветом, подметала пол, поливала растения у фонтана и долго сидела в галерее, наблюдая за деревьями, не вторгаясь в жизнь дворца. Слуги старались не задавать вопросов, а Заир все чаще замечал, как эта женщина, ни с кем не разговаривая, словно начинала влиять на атмосферу. Воздух вокруг нее становился тише. Шепоты замолкали, когда она проходила мимо. Однажды он увидел, как она сидит с платком в руках. На платке был вырезан символ солнца с 3 лучами. И тогда его память вернулась в прошлое. Когда-то давно он возвращался после неудачного похода через пустыню. Раненый, он был подобран женщиной, лицо которой он так и не увидел. Она дала ему воды, ухаживала за ним и перед расставанием оставила ему платок. Это был тот же символ. Он понял, что перед ним та самая женщина. Позже она сама произнесла свое имя — Алия. Для него это стало не просто признанием, это стало возвращением к жизни. Алия никогда не говорила о прошлом, не спрашивала ни о чем, но каждый ее поступок был словно тихое напоминание, что все, что происходит между ними, уже когда-то началось. Через некоторое время она впервые подняла вуаль перед собой, наедине. Ее лицо оказалось не испорченным, как говорили слухи, но со шрамом, глубоким и длинным. И все же в этом лице не было трагедии, было спокойствие и принятие. Она больше не хотела прятаться. Этот шрам был следом от ножа, оставленного в ту ночь, когда ее пытались продать в одном из лагерей, далеко за пределами Каириды. Тогда, будучи еще девочкой, она попыталась сбежать. Один из охранников заметил ее попытку и схватил. В борьбе она ранила его, а он в ответ полоснул ее по лицу, оставив метку на всю жизнь. Она выжила лишь чудом, спрятавшись в заброшенном колодце, пока не ушли преследователи. С тех пор она жила с этим шрамом, как с напоминанием о том, что ее тело не товар, и ее воля — не пустое место. Во дворце готовилось открытое слушание, древняя традиция, когда любой мог прийти и быть услышанным. Это был жест доверия народа. В этот день в зал пришел человек, который когда-то держал Алию в неволе. Он обвинил ее во лжи, обмане, предательстве. Толпа замерла, ожидая ответа. Алия шагнула вперед, сняла вуаль и спокойно рассказала свою правду.
Ее голос не был громким, но он заполнил зал уверенностью. Она не защищалась, она утверждала. Люди слушали ее, не отводя глаз. Заир встал рядом с ней, не для защиты, а чтобы показать, что разделяет ее правду. После слушания совет выступил с требованием немедленно удалить Алию из дворца, ссылаясь на необходимость сохранения традиций. Заир предложил ей временно уехать в Элхуру, отдаленный оазис, где она будет в безопасности. Алия не сопротивлялась, но ясно дала понять, что уезжает не прятаться, а чтобы вернуться сильнее. Она покинула дворец с поднятой головой, не скрывая лица, с той же вуалью, сложенной в ее дорожной сумке. В Элхуре ее приняли спокойно. Это было тихое место, где жили ткачихи, пастухи, целители. Люди не задавали вопросов. Она начала помогать в саду, учиться у местных женщин, и в один из вечеров, сидя у воды, впервые записала чью-то историю. Женщины рассказывали ей о том, как их заставляли молчать, забывать свое имя, терпеть насилие. Она записывала каждое слово. Не как жалобу, как свидетельство. Эти рассказы стали основой ее будущего выступления. Через несколько недель Заир прислал письмо. Совет снова собрался и планировал публичное обсуждение ее участия в жизни дворца. Но он не хотел прятать ее. Он предложил ей вернуться, если она готова. Алия знала, что вернется. Она не ехала на суд. Она ехала быть услышанной. В день слушания в императорском саду собрались не только советники, но и жители города. Пришла даже группа женщин из Элхуры. Алия вышла в центр, неся с собой свиток с историями тех, кого слушать отказывались столетиями. Она не просила прощения. Она зачитывала свидетельства женщин, которых лишали прав, голоса и имен. Сначала зал был напряжен, потом кто-то в толпе поднял голос. Я тоже молчала. Затем еще одна. И еще. Волна женских голосов прошла по саду. Советники были ошеломлены. Они теряли контроль. Народ больше не смотрел на них с прежним уважением. Заир подошел к Алии, встал рядом и сказал, что если народ готов ее слушать, то и он будет ее слушать. Это было начало нового порядка. Не революции, а доверия. Прошел год. Алия открыла школу внутри старой библиотеки. Там не учили покорности. Там учили думать, понимать и говорить. Девочки приходили туда не как ученицы, а как те, кто готовится стать услышанными. Женщины присылали письма, истории, благодарности. Одна 6-летняя девочка написала, что хочет быть как Алия. Не молчать, а говорить, даже если для этого понадобится меч. В конце одного из занятий Алия достала ту самую вуаль, которая столько лет была с ней. Она разрезала ее на тонкие полоски и раздала девочкам. Не как символ страха, а как напоминание о том, что скрываться больше не нужно. Затем она открыла свой дневник и сделала последнюю запись. Она не называла себя героиней. Она писала, что просто однажды решила не прятаться. И с этого началась новая история. Потому что, когда заговорил один голос, другие тоже нашли силу последовать за ним. И даже древнее молчание может стать песней, которую невозможно остановить. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.